Перед вами первые в мире гоночные Chevrolet Cobalt. Двигатель крутится до 7000. Это прям очень круто, ребята. Давайте узнаем, что скрывается внутри, сколько все это стоит и, конечно же, протестируем на треке. С завода вес автомобиля составляет 1200 килограмм, поэтому отсюда сняли все лишнее, раздели весь салон и даже дверные карты. Осталась только заводская торпеда и приборная панель. Кстати, недавно в Узбекистане представили обновленный Cobalt, в котором установлена приборная панель от первого трекера, круиз-контроль и мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto. Будем надеяться, что обновленная версия появится и у нас. В салон варен каркас для безопасности, и в случае переворота или сильного ДТП он может спасти вам жизнь. Заменены стекла на пластик. Он, конечно же, легче заводского стекла, но в первую очередь устанавливается не для облегчения, а для безопасности. Ведь если произойдет столкновение, из-за осколков может пострадать водитель, а также спустить колесо на треке. Продумана даже вот такая форточка, ведь стеклоподъемников тут нет. Спортивный руль и ковш с пятиточечными ремнями. Тумблер, через который можно запустить двигатель и принудительно включить вентилятор радиатора. Другие кнопки пока не работают. Напомню, что мне удалось достать один из первых прототипов, друзья. Думаю, такой эксклюзив точно заслуживает вашего лайка. Что касается ходовой части, установлены спортивные укороченные пружины ABEG и полиуретановые жесткие сайлентблоки, чтобы автомобиль меньше кренило и лучше заходил в повороты. Тормозные диски с завода, но в них вы можете заметить перфорацию для лучшего охлаждения. Также установлены армированные тормозные шланги и спортивные колодки, а вот задние барабанные тормоза остались без изменений. Под капотом все тот же двигатель объемом 1,5 литра и шестиступенчатый автомат. Оба агрегата подверглись чип-тюнингу. Установлена также прямоточная трасса. Вы скажете, что за гоночный автомобиль на автомате? Да, все верно. Дело в том, что кобальты уже не выпускаются на механике. Поэтому тут установили дополнительную палку от компании SimMagic. Любители симрейсинга сразу узнали эту фирму, ведь она встречается в автосимуляторах. Да-да, вы не ослышались. Рычаг, который используется в компьютерных автосимуляторах, установлен в настоящем автомобиле. Тут он применяется для ручного переключения передач. То есть дергаете на себя, передача повышается. От себя передача понижается. На деле очень удобно. У АКПП тоже есть свои плюсы, ведь она тут шестиступенчатая, в отличие от пятиступенчатой механики. Нам, кстати, сказали, что тестили и механику, но после 60 кругов у нее возникли проблемы со сцеплением, а у автомата таких проблем не было. Главное следить за уровнем и температурой масла в коробке. Мы также видим в салоне огнетушитель и размыкатель массы, чтобы в случае необходимости обесточить автомобиль. Снаружи также есть размыкатель массы и система пожаротушения. Достаточно потянуть за трос, и автомобиль будет обесточен. За второй сработает система пожаротушения, распыляя пену под капотом. Как вы поняли, кобальты построены по всем гоночным стандартам, и мы будем их тестировать на большом кольце автодрома «Сокол». Длина трека составляет почти 4,5 километра и включает в себя 13 поворотов. Поехали! Я слышу мотор, я слышу тут все. Двигатель крутится до 7000. Зайти в поворот на 80 км в час не составляет труда. А опытный пилот, я думаю, на сотку тут залетит. За рулем чувствуешь себя очень уверенно. Крены в поворотах едва заметны. Я бы сказал, что полиуретановые сайлентблоки и пружины сделали свое дело. Скидываем на третью, на вторую. Крутим до 7000. Третья. 100. 110. 120. 130. 140, друзья. 150. Как нам сказали,
Мощность тут составляет в районе 130 лошадиных сил. И этого на самом деле достаточно. Этот автомобиль, казалось бы, бюджетный седан, но он способен доставить эмоции на треке. Вот эта палка, друзья, на деле оказалась очень удобная. Кстати, для тех, кто хочет попробовать себя в автоспорте, но не умеют ездить на механике, это также отличное решение. Ведь тут вы точно не заглохнете. Эмоции, ребята, эта машина доставляет эмоции. И что самое важное, она рулится и она безопасна. Теперь отвечаю на ваш главный вопрос. Сколько же это все стоит? Цена такого гоночного кобальта составляет 10 миллионов тенге или же 19 тысяч долларов. Как мне известно, будет построено минимум 8 одинаковых кобальтов, и они примут участие в кольцевых гонках. То есть победа будет зависеть только от опыта пилота. Многие скажут, что за бред делать гоночный автомобиль из бюджетного седана. Но, так скажем, такие национальные гонки много где встречаются. Например, в России гоняют на Калинах или Вестах. И это абсолютно нормальная практика. Более детально, для чего построены гоночные кобальты, нам расскажет Рустам Жалилов. Я являюсь спортивным директором автодрома «Сокола», также являюсь организатором и основателем гоночной серии «Сокол Time Attack». Это также разновидность кольцевых гонок. Всегда была амбиция, что это логическое продолжение конкретно «Сокол Time Attack», что мы должны перейти уже к полноценным кольцевым гонкам. И серия Cobalt Cup, наша национальная серия, была создана для того, чтобы реализовать данную амбицию, данную мечту, чтобы у нас появилась полноценная гоночная именно кольцевая серия. Также хочу отметить, что у нас никогда ранее в Казахстане не было именно шоссейно-кольцевых гонок, то есть нету такой дисциплины, не было правил проведения, не было регламента. В этом году мы заложили основу, фундамент для того, чтобы эта серия росла и чтобы у нас было как можно больше именно кольцевых серий. Получается, любой желающий может приобрести гоночный кобальт или взять в аренду. Совершенно верно. То есть автомобиль доступен для заказа, притом есть достаточно прозрачные, простые условия. Вы оплачиваете, допустим, первый взнос 5 миллионов тенге, ну а оставшуюся сумму за сам автомобиль вы уже выплачиваете после того, как получите его готовый, уже с каркасом безопасности, с ремнями, с системой пожаротушения и всем остальным оснащением. Также у нас есть задача несколько автомобилей построить в будущем для того, чтобы сдавать их в аренду. То есть будет определенный пакет, который, я думаю, будет по цене более чем приемлем, особенно для людей, которые уже не первый год в автоспорте, знают, сколько это стоит свой автомобиль содержать. А здесь ты оплатил энное количество суммы, сейчас пока не могу назвать, потому что сейчас это прорабатывается все. Но в любом случае это будет дешевле, чем свой автомобиль готовить и платить за его обслуживание. Сколько примерно будет построено гоночных кобальтов? Есть минимальное требование именно по количеству кобальтов для того, чтобы состоялась полноценная гонка. Это 6 автомобилей. Но сколько будет построено, на данный момент, насколько мне известно, уже есть заказ на 13 автомобилей. Я надеюсь, что их будет больше. В следующем году уже мы увидим воочию. Я думаю, что в мае месяце, скорее всего, уже будет первый этап. Почему именно кобальт, а не какая-нибудь более спортивная модель? Как я уже много раз ранее говорил, что задача этого автомобиля быть доступным, надежным и безопасным. В кольцевых гонках самое главное, что дарит эмоции, это борьба. Борьба за позиции, когда ты едешь против других пилотов на таких же автомобилях. И при этом, что ты оплатил взнос, купил автомобиль, либо взял его в аренду, и автомобиль будет надежен, не подведет тебя с технической точки зрения, что твоя задача только тренироваться, учиться и быстро ехать. И для этого Cobalt отлично подошел, потому что это уже проверенная годами платформа, проверенная не в автоспорте, но в повседневной езде. То есть это очень простые, доступные автомобили с огромным количеством запчастей. В общем, нам обязательно нужно было, чтобы автомобиль также имел огромный сток запчастей. Что я могу сказать от себя? Круто, что автоспорт в Казахстане развивается, и Chevrolet решили принять в этом участие. Поймите, гоночный автомобиль не всегда должен иметь 500 сил.
Главное, чтобы он был построен правильно и безопасно. Ну и, конечно же, доставлял эмоции. Другим автокомпаниям тоже стоит задуматься об этом, ведь это еще и идеальная реклама своих автомобилей. Кстати, раньше, в 80-х и 90-х, маркетинг был совсем другим, и автомобили в основном пиарились через автоспорт. Надеюсь, мы снова возвращаемся к этому. В общем, уже в 26 году мы с вами увидим первые кольцевые гонки на Кобальтах. С вами был Тимур Титоров. А что думаете вы насчет гоночных Кобальтов? Давайте обсудим в комментариях.